Всем привет! Тема укрывной материал. Поделюсь опытом по укрывным, который использовал, на котором остановился, от которого отказался, от которого пришлось отказаться. Если вам это интересно, то не переключайтесь. А если видео окажется полезным, то в конце видео можете поставить лайк, взять молоточек и сделать вот так. Если смотрите со своего устройства, то можно и пальцем. Это была лирика. А теперь к делу. Поехали. Самый дорогой, самый дешевый, а этот по цене где-то между ними. Называется этот материал агроткань, так как он соткан вот из таких полосочек. Бывает шириной 1,10 м и 1,60 м. Вот здесь у нас 1,60 м. Плотность у него бывает 100 и 130, но они так почти одинаковые. И даже сотку хватает на 2 сезона. Солнце не пропускает, но зато очень хорошо пропускает воду. Даже его можно в случае надобности вот прям натянуть. Теперь к недостаткам. Относительно небольшой недостаток — это то, что вот края вот так распутываются. Если рядом косить триммером и зацепить леской, то будет проблема. Кто косит, он меня поймет. А вот торцы можно порезать газовой горелкой. И края будут такие уже заделанные. Не будут распутываться. Если видно, они поплавились. Ссылка на это видео будет в верхней части. Теперь самый большой недостаток, из-за которого пришлось мне отказаться. В прошлом году этот материал был постелен прямо вот здесь. Если недалеко от вас есть подворье, где держат скотину, или подпольный спиртзаводик, короче, все то, что связано с зерном, то тогда крысы под этот материал сбегаются прям магнитом. Ну, это вот прям было в начале осени. Не просто их гнезда вот так вокруг, но они вот прям тасуются под этим материалом. Типа у них веранды здесь. Так, для понимания, длина шпалеры 30 метров. Если идти по этому укрывному вот таким обычным шагом, то хотя бы один раз на крысу наступите. Это вот минимально. Поэтому пришлось отказаться. Если бы не вот этот недостаток, связанный с крысами, то использовал бы его. Так как по цене он более подходит, чем вот этот. Номер 2. Не знаю, как называется. Вот так вот. Гео. Брал максимальной плотности. Бывают такие плотности. По ширинам, по-моему, еще есть 1,10 м или метр. Так он на ощупь напоминает что-то вроде пластика. Его даже на 1 сезон не хватает. Вот он здесь как раз. Так он порепался. Он в качестве укрывного не подходит. Деньги на ветер. Остановился на этом материале. Геотекстиль. Он бывает плотности 60, 100,
А здесь у нас 200 плотность. За один сезон использования он практически не потерял первозданный вид. Вот я его достал, он просохнет и уберу его до весны. Так выглядит земля под ним. Доставал его вчера вечером. Так, а вот здесь как раз есть стык, где у нас все три материала, все три плотности. Вот это 200 плотность, вот это 100. Вот сотку на один сезон хватает. Ну, только на один сезон. А вот эта плотность 60. Вот видно. Через него солнце проходит. Через сотку нет. Через 200 точно нет. Плотность 200 брал с расчетом, что ее хватит на несколько сезонов. Обещали до 5 сезонов. Тогда 200 выгодней, чем даже брать сотку на один сезон. Да, про скобы забыл сказать. Можно закреплять вот такими скобами, даже большими гвоздями, но проще вот так накидывать землю. Это я вначале так поделал, а потом уже землей закрывал. Так выглядит укрывной, а вот так без укрывного. На этом все. Всем желаю крепкого здоровья, хороших урожаев в саду, с правильными укрывными материалами и всем добра.